Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас уже вошедший в привычку ролик. Подготовка к ивенту. Год огненного демона. Соответственно, завтра я буду на работе, поэтому, если получится, вечером расскажу вам о Вильяно Безумном Гении. Топор и Ригар Диплюс — это те герои, которых мы разберем сегодня. Ну и, соответственно, все их варианты. Переходим, соответственно, к синему. Редкий. Первый у нас идет топорик. Ну и, соответственно, Оркмастер. Ну, что можно сказать? Отличный, на самом деле, герой для, опять же, башни и ямы. То есть это отлично он там заходит, если прокачка позволяет, то он там вообще все на свете рвет. Имеет он доп. Атаку и при смерти дает дополнительную атаку случайному союзнику хаоса. Очень даже неплохо это выглядит. Ну и, соответственно, по его духовным связям это дьявол, тотем, Ронин, можно так его назвать, либо там, в будущем это Ханзо. Соответственно, Афина и Ярость Бури. Это у нас Гир. И елки-палки. Вот я вот этого героя, вот эти синьки, я уже половину из них вообще не помню. Кто они, что они, кто ты. Эволюция. А, это Аполлон. Точно, Аполлон. Соответственно, Аполлон и принц. То есть вот такие вот духовные связи у этого героя. Герой на самом деле действительно неплохой. Для башни ямы подойдет замечательно. Ну и, соответственно, переходим к следующей его эволюции. Это уже будет Орк-вождь. Орк-вождь у нас получает здоровье за каждого героя вокруг себя при выходе. И атакован дает доп. Атаку случайному союзнику. То есть изначально у него здоровья довольно немного. Но если выходит он в кучку малу, то получает он очень неплохо здоровье, разгоняется и разгоняет своих соратников. Ну, также, опять же, это только башня ям, не более того. Духовная связь, соответственно, это Титания, Стрик и споры этих, грибочек, Иона и Мертвый Лорд, Бастет и Афродита, и, соответственно, Маркиз де Сад. Вот такие вот герои. Соответственно, переходим к его основной ипостаси, это топор. Топор у нас получает атаку за каждого союзника хаоса при выходе, включая себя. Плюс атакован наносит немного урона врагам вокруг себя. И при появлении героев хаоса, включая себя, получает доп. Атаку. То есть при выходе он вот эту как раз врубает функцию включая себя, и он 2 раза атакует при выходе. То есть это уже герой для золотой шахты подходит очень хорошо. Особенно в паре с Личом. Ну и в лиге его тоже периодически он попадается. И в башне он может, и в яме он может. То есть тут все зависит от того, куда вы его воткнете, какой у вас состав. То есть, ну, понятное дело, что в идеале он, конечно, стоит под хаосом. То есть его можно вот как раз с Личом использовать и, например, с Цезарем. Что Лич мертвячков своих уничтожает, и, соответственно, Цезарь наносит урон, топор бафается, тоже наносит урон. Ну и по его духовным связям это Ланселот, Эрик, Мертвый Лорд. Соответственно, Сова, Принц, Дьявол и Афродита и Кристалл. Вот такие вот 3 героя. Ну, в принципе, герои достойные. Они все могут неплохо помочь. Ну, кроме топора, соответственно, топор в лиге еще может. Остальные, ну, это действительно башня яма. Не более того. И переходим, соответственно, мы на стрелков. Это первое, это Дитя Хаоса, соответственно. Следующий у нас будет Темный Маг. И следующий Ригар Диплюс. Ну, начинаем мы с Дитя Хаоса. В конце хода призывает дерево 0.16 перед собой. Дерево имеется в виду, которое режет атаку. То есть, где оно у нас там? Вот. Ну, только единственное, что он призывает не синее, а белое деревце. Вот. То есть, оно срезает атаку. Угу.
И в начале хода дает плюс 4 случайному союзнику хаоса. Ну, опять же, это яма башни ни о чем. То есть герой так не играбелен. Соответственно, это у нас Драгара. Это у нас Жанна. Мэйв. Дискордия. Кристалл. Это будущий Цезарь. И, соответственно, Мэйв. И палатка. Вот такие вот, получается, у него духовные связи. Переходим к следующему. Это темный маг. Он уже, с одной стороны, немножко поинтереснее, с другой, это опять же только яма и башня. То есть в начале хода дает плюс 4 союзникам хаоса, но это уже на моем уровне, там на одном пробуждении получается. И в конце хода дает плюс 6 союзным зомби. То есть зомби у нас не так часто в игре используются. В основном зомбики это от мертвого лорда идут, потому что от лича там идут марионетки, насколько я помню. Там, по-моему, не зомби. Сейчас посмотрим. Мертвячки. Это не зомби. То есть они засчитываться не будут. Вот в чем все дело. Так, переходим к духовным связям. Соответственно, опять же, это Эрик, это Афина, это Жаба, Драгара, Дискордия, Тенгу, Аполлон и Бастет. Переходим к основной. Легендарка это Регардус Диплюс. Как я его называю, это, ну, можно, да, сказать, действительно, Александрия на минималках, либо хаосная Александрия. То есть он призывает врата ада перед собой. Соответственно, эти врата ада ставят мертвячка. То есть, сейчас найдем, где они. Вот. Вот эти врата ада. Соответственно, в начале хода призывает зомби перед собой. И атакован призывает ведьму. То же самое и там. Абсолютно то же самое. Так, где он у нас? Ага. Вот он. При атаке накладывает немоту на атакованного врага. То есть это вот как у Александрии умение. И в начале хода дает плюс 7 союзников за каждого призванного зомби. Ну, то есть, как видите, здесь все также завязано на зомбиков. Он призывает, соответственно, зомбиков. И получается, что все умения, в принципе, взаимосвязаны. А немота очень даже неплохо, учитывая, что он прикрыт вратами. То есть может постоять. Но, опять же, все предпочитают Александрию. Она снимает негативные эффекты. Она лечит. То есть здесь тоже дело такое. Ну, если чистая пачка хаоса, например, под Голиафом, то это, получается, дважды урон нанесет по полю. Потому что он призывает врата, они тоже хаос. Итак, у нас здесь Афродита, Кристалл, Мертвый Лорд, Эрик Дьявол, Принц Сова и Топор. То есть они взаимосвязаны между собой по духовным связям, может кому-то это поможет. Вот, в принципе, и все, что я могу сказать. Про алхимика, соответственно, ничего пока не известно. Абсолютно ничего не знаю. Ничего нам панорамики не говорят. Так что будем ждать. Ну, зайдем тогда в магазин желаний. У меня как раз одна попыточка здесь скатилась. Давайте покрутим, посмотрим, что упадет. Я бы кристалла не отказался. О, замечательно. 400 кристаллов. Я доволен. Так, ну и есть у меня пара попыток в темной башне. Давайте немножечко бомбанем. Как получится. Так, питомец есть, питомец есть. Хорошо. Сейчас заберу быстренько. Что там, мелочушка. И пойдем в темную башню тогда пару попыток отыграем. Нужно все равно ее подгонять к легендам. Потому что события уже скоро, легендарные сундуки нужны. Ну, будем надеяться, что нам что-то удастся. Давайте вот так вот поставим. Сколько ему там? Ну, 4 руны он все равно ставит. То есть даже то, что мы закрыли. Ну, здание нам надо было сносить. Деваться тут некуда. Угу. Что у нас вообще есть? Так, это эпическая, да? При появлении и при смерти. То есть очень бы хотелось, конечно, превратить бы. Очень бы хотелось. Замечательно. Я полностью доволен. Превратили. Ну, тоже на самом деле не самый худший вариант. Тоже не самый худший вариант. А вот это уже не очень, прям скажем.
как мне с ними справляться, получается? Либо всем пятачок дать, либо снести здесь рядок. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. В принципе, этот умирает, остается у него один. И айсберг. Блин, ну, что ж ты делаешь, ты нехороший ты человек. Она в любом случае умирала, он убивает его. Соответственно, здесь мы урона сильно не получим. Хорошо. Ну, нам уже здесь просто нужно рашить. Немножко мы не добили. Но сейчас постараемся добить все-таки. Я думаю, нам это должно удастся. Да, отлично, добиваем. Забираем свой сундучок эпический. Ну, кстати, неплохо, очень даже неплохо. Ужас из глубин я всегда рад. Так, следующий у нас на 385 эпиков. Первый бой прошел неплохо. Так, сразу раскидываем руны. Башенку убьем. Мясник опять появился. Ну, кстати, не самый худший вариант. Мясник это хорошо. Ну, вообще, конечно, у него там все сильно, да? Самое обидное, что у меня ничего нету против него. Шаамуна. Ну, Шаамуна. Куда сейчас Шаамуну? Придется Лотрикс брать, да? Ну, либо ставить Шаамуну и надеяться, что мы выживем. Будет у него на 94. Ну, будет, скорее всего. Нет, смотрите-ка. Тогда это не самый худший вариант получается. Тогда мы еще поживем. Сейчас, если что, можно еще блок кинуть. Щит судьбы. Пока что живем. Так. Нормально. Заморозил, понятно. У нас есть флосс сейчас. Скорее всего, мы его и поставим. Чуть-чуть полечились, тоже неплохо на самом деле. Вот как раз от девчушек мы избавляемся. Посмотрим, что он сейчас будет делать. В принципе, у нас есть вот на случайный порядок. Случайный порядок. Либо хаосу тут нанести. Давайте, наверное, вот так вот, да, сделаем, да. Добиваем, да, добиваем, отлично. Вторая победка. Ну, уже не зря зашел. 2 победы есть, это хорошо. $385 на Гайны пойдет. Там следующий 470 карточек. Ну, сейчас нам уже будет, я думаю, потяжелее. С первой соточки. Был в соточке человек. Ну, покажи нам его состав. 16 266 тысяч общая. Ну, понятно, понятно. Я вас понял. Будет, значит, не просто сложно, а очень сложно. Так, а убить-то мы его сейчас все равно же не убьем. Единственное, что рунок хотя бы раскидаем. Блин, выставляем
подставлять ее все равно убьет. И ни одного стрелка, главное, нет. Так, а промах лег туда. Блин, ну вот и что тут делать? Как лучше? Рискнуть и снять его? Давайте. 73 там урона. Ну понятно, что сейчас заморозка. Дух. Не самый худший вариант, конечно. А, понятно. Ну, здесь как ни крутите, Токио Сити. Хотя бы ее добили. Ну, конечно, сейчас у нас все сожрет, да, ну по 18, конечно. Ну, еще и попал туда, вы посмотрите. А он только раненого может. Нет, ну здесь мы проиграли, это понятно. Я говорил, что здесь будет сложно. Ну, герои превосходят. Нечем было убивать этого Властелина Роя, к сожалению. А как только мы его не слили в первый ход, он после этого уже все, набрал здоровья. Ну, в принципе, я все равно буду даже доволен, если мы даже сейчас проиграем, потому что, ну, 2-2 не самый плохой вариант. Случайному герою дальнего боя. У нас дальников-то здесь нету, как бы. Здесь я как не погляжу, одни ближники. За 2 хода умрет, ладно. Не самый худший вариант. Вот это уже не очень приятно, на самом деле. Ага. Неплохо, неплохо. В принципе, на такое немоту не очень жалко. Здесь мы воруем у двоих. Здесь мы будем тупо морозить стрелков. Здесь, ну, лорда я здесь точно не вижу. Тут либо воровать, либо морозить. Ну, давайте попробуем. Просто от этого огра надо избавляться как можно скорее. Потому что он печальный очень, огр. Вот это, кстати, хорошо. Вот, отлично. Хотя бы от огра избавились. Уже радует. Ну, конечно, ты здесь камень поставил. Чисто под яды, да? Чисто под яды все встает. Ну, блин, ну, конечно, жесть. Это, конечно, жесть. И хила не дает. Вот хила бы сейчас бы дал вот того же самого Миноса, блин. Все бы намного проще было. Что вот мне остается? Ну, по-хорошему вот так только остается играть. То бишь морозить их к чертовой матери. И пытаться сейчас здесь выжить. А, я понял. Ну, вы сами все видели, ребят. Ну, больше нечего добавить. Как бы. Ну, 2-2, как я и говорил. Не самый худший вариант. Так, нам там карточек прислали, наверное, чутка. Да. Вот, в принципе, что я хотел вам сегодня показать. Соответственно, героях мы поговорили. Если завтра, ну, будет еще информация актуальна, вечером я приеду домой, соответственно, поговорим про алхимика. Пока что, соответственно, это топор и это Регардус Диплиус. Вот.
принципе, что у нас есть. Про алхимика, как только станет известно, ну, опять же, постараюсь рассказать. Всем спасибо за просмотр, ребята. Подписывайтесь, кто не подписан еще на канал. Дальше будет только интереснее. Ну, а я говорю вам пока-пока, ребят. Пока.